Здравствуйте, дамы и господа. С вами Ярослав Метелицкий. Сегодня мы поиграем снова в Dota 2. И так вышло, то, что прямо в день релиза, в день выпуска очередного ивента от Valve вышел, я решил записать гайд. Это ивент, собственно, сам «Рождестояние» называется. Ну и плюс в него входит компендиум. То есть боевой пропуск, Battle Pass. Про него я, наверное, запишу видео отдельное. Пока что я ничего не буду говорить. А сегодня у нас будет гайд. Сегодня у нас будет гайд на потрясающего саппорта, самого легкого саппорта, на котором когда я либо играл. Сейчас попробуем. Варлока. Вот так он выглядит. Такой вот герой. И, собственно, давайте попробуем сыграть. Будет у меня гайд на него. Вот так выглядит. Сейчас я покажу. Вот мое руководство. Вот мое руководство. Если кто хочет, можете подписаться на него. Что я могу сказать? В принципе, герой, да? Герой неплохой. Я на нем сыграл кучу игр. Как кучу? Наверное, игры 3 я сыграл на нем. Вы можете взглянуть на мою статистику. Где он тут у меня? Вот он. У меня 100% побед на нем. Значит, 2 игры, 2 победы. Собственно, я, пожалуй, начну. Так, идем мы на EasyLine. Можно пойти на мид в теории, но... Нет, я на миду не умею играть. А хардлейн это не для варлока. Поэтому, в принципе, EasyLine будет намного лучше для нас. Вот такой вот закуп. Значит, варды. Еще плюс берем на выбор. У нас остается 75 монет. Можем взять либо манго, либо кларити. Я, наверное, возьму манго. У меня уже есть одна. Тогда возьму фейрик. Этот слот освободится у нас, поэтому мы переставим фейрик уже в начале игры. Пик, конечно, у нас такой себе. У нас 3 силовика, 3 инициатора. У них пик намного лучше выглядит. Надеюсь, выиграем эту игру. Так, сначала, значит, берем Shadow Ward. Это первым скиллом. Это обязательно брать. Берем, значит, Shadow Ward. Этот скилл, он, в принципе, излечивает нас. То есть, если мы навесим его на себя или на союзника, он будет нас излечивать. Но врага будет, конечно, харасить. Да и вообще все скиллы Варлока, они направлены как раз-таки на харас. Либо на хил, либо на харас.
Хорошо. Ну так, мы его обманули немного. Что ж. Будем стоять на линии с Хускаром, наверное. Почему пришел Пагна? Почему Пугна пришла? Ладно. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Линия будет, конечно, непростая у нас. Так, дальше на третьем левеле берем Shadow Ward. Снова. Если будет хватать маны, будем навешивать еще и Fatal Found. Или как? Fatal Bounce. Ну, так как мы взяли маску, в принципе, маны нам должно хватать. При том, что у нас 507, в принципе, маны. Но потом, конечно, в дальнейшем мы возьмем, мне кажется, Базилку. Базилиус будет намного лучше взять. Тем более я сторонник собирать Дискорд на Варлока. Your middle tower is under attack. Так, надо поставить варды. Вот так. Ага. Что-то вардов тут много у них. Так, ну я, наверное, сразу Базилиус возьму. Пока нас никто не харасит. Лепота. Если герои на линии начинают наглеть, наши соперники, то стараемся им противостоять с помощью первого скилла. Ну и лечить нашего союзника. Так, на шестом левеле берем ульту. Так, дальше берем сапог, чтобы потом выйти сразу в арканом.
middle tower is under attack. Хорошо. Принеси свою жертву с The честью. enemy has a bone to pick with your middle tower. Your top tower is under attack. Топ у нас уже упал. Radiant structures are fortified with 12 important vitamins and minerals. Но это плохо. Так, сначала собираем арканы. Потом я собираю дискорд. В этой сборке нет дискорда, но вы имеете в виду, то, что здесь еще должен быть дискорд. Но это по сути по ситуации. Ну, она вот здесь вот есть, это дискорд. Но это по ситуации. Если вы хотите доминировать в игре, то есть за счет своей ульты, то берите дискорд. Потому что кидайте дискорд, потом големов, и так будет намного проще убить соперников. Но это не обязательно. Какие-то новые тут нововведения добавили. Очень непонятные. Не могу привыкнуть к ним. This one walks towards the dark. Вообще, по сути, Варлок не нуждается в итемах. Этот герой, он не привередлив, так скажем, для итемов в целом. Но, тем не менее, на него все-таки тоже стоит собирать многие итемы там для саппортов. Вообще, Варлок, как мне кажется, он больше схож вообще по игре. Давайте так сделаем. Ну, пока мы в таверне можем немного пофармить голема. Уже не упало. За големов мы можем не переживать. В принципе, они могут гулять, ходить. КД у них, КД их действия не такое большое. Единственное, КД ультимейта довольно-таки большое. 100... Сколько тут? 130 секунд. Это, конечно, много. Но потом это все по мере изучения скилла, оно пропадет. 170 секунд. Так, ну пока что лайн уже у нас упал. Точнее, не у нас, а у противников. Также ставим варды, не забываем про них. Кстати, по поводу третьего скилла. Третий скилл я вообще практически никогда не использую. Ну, он очень такой сложный довольно-таки. Его можно, в принципе, использовать только в случае, если мы окажемся в выгодной для себя позиции.
Например, если ганг, точнее, если файт начнется где-нибудь в лесу, то мы можем скрыться за деревьями и прожать третий скилл, тем самым нанося врагам урон. А так, по большому счету, я даже не знаю, зачем использовать этот скилл, так как он прерываемый. И как-то не знаю. Я с такими скиллами вообще не умею никак работать. Они для меня довольно-таки странные. Pour into me, wretch. This one walks towards the dark. Так, берем еще один вард, книжку. Так, значит, по поводу талантов. На первом левеле берем вот этот талант. Точнее, не на первом, а на 10-м левеле берем левый талант. На 15-м левеле тут уже по ситуации. Если вы собираетесь в саппорта, то берете минус КД. Если в нюкера, то берете правый талант. Ну, я, наверное, возьму первый. Буду саппортом. Хотя вообще, по сути, я собираюсь в нюкера, когда играю на варлоке. Так. Сейчас берем Discord. Ну, вообще, кстати, тоже Discord, это как бы его берут именно больше нюкером, то есть людям с большим, ну, точнее, с большим магическим дэмэджем в игре, если он будет, если не будет у врага плотных героев или же магического резиста, то, в принципе, варлок будет полезен. И, соответственно, Discord тоже нужно брать. Если же... Так, что-то лагает. Если же все-таки идем с саппорта, с минимальным магическим уроном, с какими-то диспелами, там, бафами, к примеру, то, конечно, Discord будет бесполезен. Так как он не будет вносить больше, ну, то есть импакт так таковой. Потому что магического дэмэджа будет меньше у саппорта, чем у нюкера, например. Ну, это, в общем, такое, как бы, вопрос. Так. В этом просто гайде я покажу, как собираться именно варлоку саппорту, нежели нюкеру. Если же хотите, чтобы я собирался в магический дэмэдж, там, с предметами, там, не знаю, акторином тем же, то, в принципе, дайте об этом знать. В комментариях, например. A story written in blood. Пока что големом я не спамню. Не спамим. Так, дальше. Дальше я, наверное, возьму линзу. Puny Radiant hides behind their fortifications. Чтобы увеличить рейндж наших скиллов. Так, дальше.
Ну, я буду саппорта, поэтому возьму первый. Pipsqueak. Печально, конечно, что у нас практически все противники ливнули. Так играть неинтересно. Но я думаю, игру засчитают нам. Как вы видите, големы прям For my black grimoire. очень быстро откадешиваются. I'll take that. Так, ладно, сюда не буду идти, потому что вардов нет. Так, дальше я возьму Аганим, наверное. Аганим тоже неплохая штука. The enemy's middle tower Призываю has двух fallen. големов. Axe lies. Иллюзия. Так, сейчас поменяю варды. I usually like my cheese to myself. I'll make an exception. Want a tailor, eh? That's genuine fur. Words of power. Мое золото. Cry havoc. Chaos comes at my command. The enemy's middle tower has fallen. I'm under attack. This one walks towards the dark. The enemy's middle barracks have fallen. That was Axe-tacular! You broke the enemy's bottom tower. Axe approves. The enemy's middle barracks have fallen. Torn. They rot torn from blood and of bone. Так, Аганим готов. Свежее мясо. Take your joy
The enemy's middle tower has surrendered to gravity. Spawn of shadows. Ну, собственно, все, мы выиграли. The enemy's middle tower has fallen. Как я и обещал, записал я гайд на Варлока. Но потом я еще раз запишу этот гайд, потому что, ну, гайд себе такой себе вышел, конечно. Тем более, что нас все ливнули, точнее, все наши противники ливнули. Как бы, ну, счет тоже невзрачный. Собирался я по такой себе сборке. Но потом я все-таки сделаю гайд. Нормально уже. Потом запишу. Ну, в общем, все. Как бы гайд готов. Всем спасибо. Сейчас и загрузит. ВП мы вряд ли возьмем. Ну да. В общем, ладно. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь, оценивайте. Пока.